Друзья, всем привет! Привет. Сегодня практически еще утро. Карина говорит, давай позавтракаем. Я говорю, Карин, давай по-взрослому. Ну, Карина никогда не против, поэтому решили приготовить сегодня вот такие две бараньи ножки. Готовить буду очень вкусное блюдо, ножки будут целиком, это будет что-то с чем-то. Не переключайтесь, поехали. В первую очередь надо немножечко обработать мясо, убрать лишнюю пленочку, вырежу лимфоузлы и замариную. Сильно много жир снимать не буду, потому что этот жирок будет стекать прям по мясу. Котик обрадуется. Так, так, так. Чтобы лучше впитывался маринад. Вот у нас лимфоузел, друзья. Вот он. Видите? Все, лимфоузлы убрали. Ну не красота ли, друзья? Посмотрите, как выглядит наше мясо. Вот. Сделаем маринад к нашему мясу. Понадобится подсолнечное масло. Также, друзья, понадобится куркума. Острый перец молотый. Я люблю поострее. Вот такая вот приправа для шашлыка. Абхазская аджика. Вот так будет достаточно. Ух, красота.
Приготовим соль с перцем. Перец я стараюсь использовать всегда горошком, чтобы, ну сами понимаете, когда перец молотый, бывает очень много шлака в нем для количества массы. Вот так перчик, смесь 5 перцев, соль. Ну и теперь делаем массаж. Ах. Так. Со второй ножкой делаем то же самое. Прям вот так между слоями мяса, везде заливаем, массажируем, не стесняемся. Ну что, друзья, давайте испытаем мое новое приобретение. Купил себе вот такой тандырчик. Это великолепная вещь. Кто за мной давно наблюдает, вы видели, года 3 назад у меня был такой тандыр, и он до сих пор есть и работает. Вот такой тандыр я себе приобрел. Дастархан большой называется. Это компания Амфора. То есть, ну, я, естественно, в компанию не ездил, купил в магазине, они во всех городах есть. Что, давайте разжигать. Будем делать первый розжиг, испытывать, смотреть. Заодно покажу, какие прикольные причиндалы я к нему приобрел. Ох, какая крышка! Так, вот это нам не понадобится. Так, делаем розжиг. Сперва огонь минимальный. Каришка принесла? Да. Это для рыбы. А это что такое ты заказал? Это сюда можно положить курдюк или большой кусок говядины нашпиговать, обернуть, допустим, там чем-нибудь. И в тандыр, оп, потом вытаскиваешь. Кстати, можно, знаешь, здесь что угодно. Вот я, знаешь, что хочу? Я хочу тандыр, этот тандыр, говорю, у нас же курдюки есть дома. Да. Смотри, что за вещь я нашел в магазине и взял ее тоже. Это коптильня. Сюда щепу, вниз, сверху это и копченый курдюк. А мы ездим где-то заказываем. Красота, да? Да, ты что думала это? Не знаю. Глобус. Это рыбку жарить, Это для да. рыбы, да, это понятно по Так, форме. Да, это все нам сюда, пока потом разберемся. Так, что, зажигаем, Карин? Давай. Сперва небольшой огонек нам нужен. Я думаю, этого достаточно. Здесь у нас поддувало. А, его сначала надо прогреть, да? Но он же новый, его надо сперва зажечь на маленьком огне, чтобы он минут 20 на маленьком поработал, немножечко набрался, а потом уже будем плавно добавлять. Вообще я всегда, не знаю как кто, друзья, я добавляю третью часть от тандыра дров. Но это уже на разработанном тандыре. Соответственно, они
И все тандыры имеют свойство трескаться. Это естественный процесс, так как он из глины шамотной состоит. Ну, когда он через эти трещины дышит, Карин, он открывается чуть-чуть. Когда остывает, сужается. В общем, такой интересный процесс. Но блюдо получается мощно. Кстати, сейчас мы его зажгем. Он внутри будет черный. Почему? Вот, посмотришь. А потом, когда прогорит и уже готов к работе будет, белее, чем сейчас станет. И это первый признак того, что тандыр готов к работе. Так, сейчас я возьму горелку и быстренько подожгем. Так, ну что, с Богом, как говорится. Все, процесс пошел. Жарко? Короче, я все, что есть, набрал практически. И камни взял, чтобы пиццу жарить. Шампура, коптилки. Сетку даже вот такую взял, Кель. Помнишь, мы курицу жарили? Да, очень удобно. Вот так, рыба или курица накладываешь целиком. Оп, оп. Кстати, сейчас намного качественнее стало. Я тогда, когда покупал, решетки были немного потоньше, а сейчас прямо из нержавейки, четко. Крюк. Крюк, большой кусок. Оп. А Короче, вот это что такое? Вот стоит. вот это? Ага. Короче, сюда овощи накладываешь, картофель, там, ну, все, что тебе душа пожелает. Сюда можешь насаживать куски мяса, курица, говядина, баранина, там, ну, короче, что хочешь, рыба. И тоже вот за крюк вниз, полчасика и на, блюдо готово. Ничего, ничего, кореш, это мы все в процессе испытаем. Кстати, вот смотри, он начинает темнеть. Огонь уже разгорелся. Смотри, близко только голову не подноси. Видела, как бока темнеют? Смотри. Мурик, тандыры же разные бывают. Почему именно этот взял, заказал? Ну, тут причин как минимум 10. 2 озвучу, я думаю, достаточно. Во-первых, он большой, ты можешь целиком вот даже эти куски мяса жарить. Когда маленькие, ну, тоже удобно, да, не все же огромные куски жарят. Но у меня же аппетит хороший, поэтому я взял большой. Именно вот у этой фирмы, да, вот эта компания Амфора, они делают толстый тандыр. Я не хочу никакие эти называть, кого-то это самое, но суть в чем? Когда ты пользуешься тонким тандыром, он не держит тепло долго. То есть ты что-то приготовил, и он остыл. А этот, в смысле, во-первых, вечный, у меня он уже испытан. Я тогда еще покупал, это какой год был? 2019, вот что там на даче сзади стоит. До сих пор недавно мы жарили. То есть именно такой, вот мне нравится. Конечно, есть и по навороченнее, наверное, у них в компании, но я выбираю вот этот, мне нравится этот. Вот это именно фирма Амфора, это четко. Кстати, друзья, кому интересно будет, ссылку тоже оставлю. Как бы переходите, выбирайте, они во всех городах есть. Вот как-то так. Просто некоторые, я знаю, будут писать: Мурат, что за тандыр, где взял, у меня почти за все так интересуются. Поэтому сразу говорю, ссылочку прикреплю. Смотрите, там все что угодно можно найти в этих магазинах. Сейчас зажарим мясо. И позавтракаем, да? Да, а на ужин приготовим курицу. Блин, с тандыра я обожаю курицу, Керя, особенно, да, не крылышки, а именно бедра, ноги, да, такие он делает сочный, еще такой привкус интересный. Ну что, корешка, самое время дадим жара нашему тандыру. Мурик, а такой большой огонь должен быть, да? Это еще не разгорелся, сейчас разгорится, вот так метр будет огонь. Видишь, как он почернел, смотри. Вот сейчас он вообще в копоте. Вот смотри. Ого, какой черный. Ты как в мультике. Я на солнышке лежу. Нам сюда бассейна не хватает, да? Надо на море поехать.
Ну что, Карин, вот смотришь, за что я говорил, как побелел тандыр. Реально побелел. Это первый признак, что тандыр готов к работе. Знаешь, покупал, еще думаю, блин, взять несколько крючков. Один взял. Один взял, а ноги две. Ну ничего, сейчас придумаем. Дай-ка вот ту перемычку нам от тандыра. Да. Вот сейчас мы на нее прикрепим. Вот так. Ну вот. Вот, смотри. Так, с этой стороны тоже сейчас промажу. Прям налей. Налью, конечно, потом стол протру. Вот так. И на эту ножку вот так. Ава. Красота. Че, Альбертик, скучно? Че делал? Дразнил. Дразнил кого? Исьяну. А, играетесь? Нет. Так. Ну что, корешка, пошли жарить. Пошли. Уголек разгребли. Ах. И накрываем крышкой. Все, ждем минут 40, потом проверяем. Каришка, что ты там несешь вкусненького? Вишню нарвала. Ай, молодца. Поедим, да? Да. Ах, какая вишенка. Угу. Слушай, а компот закрутили вчера? Угу. Вишня шикарная. Пока ноги готовятся. Пока что? Ноги нож? же. Я один раз, друзья, кстати, вишню ел эту. Без косточек. Видела вишню? Русик привозил как-то. Такая небольшая. И цвет такой какой-то интересный. И косточек нет у них. Я так и не понял. То ли они ее сорвали без косточек, то ли она сама. То ли китайская, то ли японская какая-то вишня. Кто знает, напишите, друзья, что это за вишня. Ну, если у нас растет, можно и тут посадить такое дерево. Я первый раз такой слышу. Вишня без косточек. Да вот сейчас я вспомнил. Может, они ее так сорвали, но вроде она целая была. Без косточек. Может, просто вытащили оттуда? Нет, ну я же говорю, она целая была С сзади. хвостиками? Да нет, ну А, просто. вытащишь, он же раздавится. Ну, а на варенье тоже так вытаскивают. Может, вытащили, ты не заметил? Да, они ее свежие привезли, молодну, с дерева. Никогда не слышала. Ты же не мясо, много не съешь. Пойду посмотрю, что там. Опа. Каришка сделает сейчас очень мощный соус нам, да? Угу. Из чего состоит? Сметана и абхазская аджика. Да. Мясо готово, друзья. Давайте пробовать. Запекал 1 час. Оп. Ай-яй-яй, какая тут красота. Посмотрите. Видите, красота. Ну что,
Сейчас быстренько мы его переложим в тарелочки и встретимся за столом. Вот так. Как это аппетитно выглядит, друзья, посмотрите. Ну что, мои хорошие, вот такая красота у нас получилась сегодня. Решили позавтракать, будем обедать, да? Так, Каришка, давай я тебя отрежу сразу. Да. Так. Ай, горячо. Пойдет или Да, еще? да, нет, хватит. Спасибо. Шашлычок. Очень мощно. Это получается запеченное, да, мясо? Да, посмотри, какой сочный. Темненькое, но на самом деле, посмотрите, вот он. Красота. Ну, по традиции, как говорится, прежде чем попробовать, Каришка, бери. Пожелаю вам тост. Тост у меня всегда гласит примерно одно и то же. Здоровья вам желаю, счастья, благополучия, всех земных благ, любви побольше, семейные ценности, как говорится, чтите, любите друг друга, уважайте, носите на руках дома, правильно? Все, за что вы беретесь, чтобы всегда приносило вам удачу. Поддерживаешь? Конечно. За вас, друзья. Ну шо, прям так его можно же? Нужно. У тандыра другой вкус, чем шашлык, да? Отлично. Хлеб будешь? А лук? А я буду. Мясо надо с луком кушать. Круто. Тоже нет. Тоже нет, говорит, и кладет к себе. Кушай. Вкусная лепешечка. Если честно, проголодался, Кира. Ну, завтрак, переходящий в обед, конечно, проголодаешься. Аж разговаривать лень. Я извиняюсь, друзья. Просто реально проголодались. Еще и жара утомила, да? Да. Карина с утра, может, говорит, кашки. Я говорю, да, какая каша, говорю, сейчас быстро это. А? На этой красивой ноте, да, Корешка, мы продолжим наш обед, переходящий в ужин. Желаем вам всего самого хорошего. Оставайтесь крепки, оставайтесь счастливы и никогда не болейте. Да, дорогая? Да. Всем пока-пока, друзья. Пока-пока.